Приветствую вас, дорогие путешественники! Хочу поделиться с вами своими впечатлениями об отеле The Fao Luxury Resort, в котором мы отдыхали в апреле 2024 года. И начнем, наверное, с самого начала, с ресепшена. Как вы видите, все довольно чисто, много разнообразных кресел, диванов на любой вкус, работает климат. Если честно, иногда даже было прохладно. Персонал приветливый и отзывчивый. Разговаривают в основном на английском, русском и немецком языках, что для нас было довольно удобно. И как сказала наша дочь, что здесь она смогла бы практиковать свой русский язык. Так как мы живем в Германии, у нее в совершенстве немецкий и английский язык, и русский она может практиковать только лишь дома в семье. Идем дальше. Тут за столиком вы можете заказать различные а-ла-карта рестораны, которые находятся не только в нашем отеле, но и в соседнем. О них я скажу немного позже. Идем к бару, который открыт 24 часа. Бармены очень приветливые ребята, сделают вам любой коктейль хоть в 3 часа ночи. Вот такую нарезку из фруктов они сделали не в час ночи, хотя фруктов на баре в тот момент не было. В общем, подарили нам хорошее настроение, и свои чаевые они честно заработали. Также имеется банкомат, мы им, если честно, ни разу не пользовались. В целом тут у меня претензий никаких не возникло. Идем дальше. Слева находится уютное кафе, где можно выпить чашечку кофе, съесть кусок торта. Я пробовал, мне такое нравится. Наелся сладости на полгода вперед. Сам отель не такой уж и большой, но уютный. Дальше идем в главный ресторан. Скажу, что мы также могли посещать рестораны соседнего отеля и несколько а-ла-карта ресторанов, но желания у нас не возникало. Нам всего хватало тут. Морепродукты, суши, супы, мясо, фрукты, сладости. Все свежее, все вкусное. Если кто-либо жаловался в своих обзорах на этот ресторан, то мне вот любопытно было бы посмотреть, чем питаются эти люди дома. Но все же пара вещей мне тут не понравилось. Это то, что со столами на улице курят, а внутри работает кондиционер, и нам иногда было холодно. Но это, возможно, мы такие теплолюбивые. И также, если к вам подойдет официант и спросит, что вы будете пить, то свой заказ можете ждать очень долго. Возможно, это из-за того, что кафе-машина всего одна, и кафе-машины с самообслуживанием в ресторане нет. Но несмотря на это, рестораном я остался доволен. Кстати, рекомендация туристам «спасибо» по-арабски будет «шукран». Выучите хотя бы это слово. Вам не трудно, а местным работникам будет его слышать очень даже приятно. Идем дальше. Довольно большой бассейн, но обычно он был пуст. Я думаю, это потому, что рядом хороший по египетским меркам пляж. Справа можно наблюдать детскую горку, а слева мы туда еще подойдем, небольшой детский водный парк. Бар у бассейна также довольно пустынное место, так как все отдыхают с утра до вечера на пляже. В отеле очень много семейных пар с детьми, нам это не помешало, много русскоязычных туристов. Но, несмотря на стереотипы, я наблюдал всего две шумные компании. Одна из них была из Италии, а другая из Польши. Сейчас поднимемся на площадку, где находится еще один бар. И по вечерам были небольшие представления, музыка, лотереи, в общем все как везде. Места для любителей посидеть с видом на море.
ну или просто подышать вечерним морским воздухом. В отеле еще идет ремонт. Так, например, тут мы видим, не все доделано. Общался я с отдыхающими, у них были кое-какие претензии по комнатам. Я отдельно смонтирую ролик о комнатах и в скором времени также выложу. А если вы смотрите это видео уже через некоторое время, то ролик о комнатах будет прикреплен в рекомендациях в конце видео. Тут мы видим небольшой водный парк для совсем маленьких детей. Ну и наконец то, ради чего все мы едем в отпуск. Это пляж и море. С левой стороны пляжа находится дайвинг-центр. Может, кому-то будет интересно. Я нырял, делал 2 погружения, стоило мне это 75 евро. Вот отрывок из этой поездки. Позже также смонтирую и выложу ролик полностью. Считаю, что приезжать на Красное море и не погрузиться, это значит не побывать на Красном море. Также тут находится небольшое кафе, в котором можно утром позавтракать. Скажу сразу, выбор не сильно большой, но перекусить можно. Днем можно просто посидеть, полюбоваться видом на море, что-нибудь выпить, также взять воду, заказать кофе, коктейль. В общем, работает как бар на пляже. Пляж хороший, песчаный. Нам очень понравился. Скажу сразу, что лежаки занимают примерно с 7 часов утра. Как вы видите, побережье пологое, в море кораллов практически нет, но все же я рекомендую вам купить тапки для плавания. В некоторых местах вы встретите пару таких камней, но все же это редкость. Для тех, кто хочет поплавать с маской, посмотреть рыбок, то в правой части пляжа есть такое место, называется Затопленный город. Там находятся вот такие вот колонны, облепленные кораллами. Так что рекомендую там поплавать. Я с удовольствием делал это каждый день. Но мы снова вернемся на пляж. Хотелось бы еще отметить то, что дети на пляже могут сэкономить вам кучу денег. Вам не нужно ездить смотреть какие-то достопримечательности, старинные здания, пирамиды. Все это вы можете посмотреть на пляже. Тут на пляже по вечерам грилят, проходят небольшие шоу, как вы видите. Одно из них мы посещали. Но столик нужно заранее резервировать. Также аниматоры стараются занять вас активным отдыхом, йога, аквагимнастика, аэробика и другие различные пляжные виды спорта. Работник пляжа принесет вам вот такой вот матрац, с которым лежать будет намного удобнее. На пляже также выдаются бесплатные полотенца каждый день. 1, 3, 5. 4, 1, 3, 5. 3, 1, 5. 5. okay. Total? 2. 2. 2 по-русски. По-русски 2. Да. Спасибо. Также есть душ для того, чтобы смыть песок. Кстати, с 4 сторон, очереди практически никогда не бывает. Туалет, чего иногда не хватает на европейских пляжах. Вокруг красивые клумбы с цветами, иногда даже забываешь, что ты находишься в пустыне. Бар соседнего отеля Пирамиса, который также можно посещать. Детский клуб под названием Маша и Медведь. В общем и в целом, к
К пляжу у меня претензий также никаких нет. Хотелось бы еще отметить, что место Саль-Хашиш, если я правильно выговариваю, это курортная зона, где находятся только отели. Вы можете взять вот такой небольшой электрокар и прокатиться вдоль побережья. Четырехместный стоит 20 евро за 1 час и 6-местный 30. 1 часа вам будет вполне достаточно. С правой стороны от нас находится интересное место, где девушки очень любят фотографироваться. К нему можно прийти пешком, но замечу то, что на профессиональную фотокамеру фотографировать не разрешают, только на телефон. Таким образом, на электрокаре вдоль побережья можно проехать примерно около 8 километров. Но все же вернемся к отелю. Сейчас мы находимся на территории отеля Пирамиса, который можно также посещать. Тут вы видите итальянский ресторан, который можно также зарезервировать и посидеть в нем вечером. Starbucks. Кстати, если вы что-то закажете в Starbucks, то оплатить вы можете уже непосредственно в своем отеле на ресепшн. И мексиканский а-ла-карта ресторан. Мы эти рестораны не посещали, так как нам хватило ресторана, который был у нас в отеле, поэтому я об этих ресторанах ничего сказать дополнительно не могу. Оба отеля соединены таким небольшим мостиком. Тут же находится спа-салон, мы заказывали массажи для себя. Если берешь несколько массажей, то цена будет примерно около 25 евро за массаж. Так же, как и на всем побережье, небольшие магазинчики, в которых я вам советую сразу же торговаться и снижать цену примерно на треть. Ну вот и все, я уже нахожусь дома, буду собираться на работу, а вам приятного отдыха.